Вот на вашем сайте есть раздел «Стишки», а под стишками подпись «Комментарии запрещены». Это вы написали? Или кто-то? Нет, я своим сайтом не занимаюсь. Значит, те, кто его делал. Вот эти вот люди, которые создали ваш сайт, занимаются им, они написали «Комментарии запрещены». То есть априори это великие стихи. Для критики они закрыты. Этот сайт закрыт для критики. Мнение окружающих не интересует создателей сайта и поэта, автора стихов. Нет. Нет? Нет. Сейчас разберемся. Здравствуйте. Это программа «Разговор». Я Александр Мякченков. И сегодня у нас в студии актер и поэт Андрей Сиротин. Андрей Сиротин родился в городе Саранске. С 6 лет профессионально занимался футболом. В 18 лет поступил в Мордовский государственный университет имени Огарева на исторические и философские факультеты. Играл на гитаре, записал диск с песнями, но вдруг в 2004 году забрал документы из университета и поехал в Москву. Поступил в театральное училище имени Щепкина, хотя особо об актерской профессии не мечтал. Поучившись год, засомневался в выборе правильного жизненного пути и побежал поступать в Щукинское театральное училище и в актерскую группу режиссерского факультета ГИТИСа. Сосредоточился человек, думает, все ли правильно. Сейчас мы тут все уточним. Выбрал ГИТИС. Снова были попытки сбежать, но не тут-то был. Руководитель курса Олег Львович Кудряшов не отпустил. В 2010 году Андрей Сиротин стал лауреатом премии «Золотой лист» в номинации «Лучшая мужская роль» в спектакле «Царь Эдип». Не остановился на достигнутом и удивил всех, сыграв на сцене Московского драматического театра имени Пушкина принца Калафа в скандальном спектакле режиссера Константина Богомолова «Турандот». Вы спрашиваете меня про ваши лица, что я в них заметил? Я вам с большим удовольствием могу сказать. Пожалуйста. Вот у вас лицо. Очень счастливое лицо. Очень красивое лицо. Может быть, даже из всех лиц самое симпатичное. Ну, по крайней мере, на этом ряду точно. Вот скажите, вот самое важное событие в вашей жизни последнего времени было такое для вас важное, значительное событие? Да, полно. Я не разделяю события на важные или неважные. Мне кажется, что все, что происходит в твоей жизни, имеет определенный смысл. И вопрос уже состоит в том, как ты к этому относишься. Вот, скажем, 2 года назад родился у меня племянник. Это чрезвычайное событие, которое до сих пор осознаю, но, к сожалению, у меня нет времени уделять ему много внимания. Совсем нет. По этому поводу я очень горюю. Вот. Спектакль «Турандот» вышел. Я был чрезвычайно счастлив, когда мне было предложено работать с Костей. Можно его отнести к какому-то событию. Вы играете этот спектакль до сих пор? «Турандот»? Нет, да. его сняли. Его сняли? Да. А как объяснили вот коллективу исполнителей, режиссера? Или никто не объяснял? Просто сняли и все? Вот как в театре иногда это бывает? Да, именно так. Вам ничего не сказали, что Нет, Андрей? Нет. Главный режиссер Писарев не вызывал вас, не сказал, что вот извините, но по художественным критериям, которые существуют у нас в театре, мы должны отказаться от этой работы? Я думаю, что по художественным критериям они отказались. Но это уже дело не мое. А вы считаете, по художественным критериям? Или, ну, как говорят, зритель голосует ногами. Зритель не пришел в театр. Ходил на этот спектакль зритель? Да. Ходил? Да. А какая была реакция? Потому что вот когда я смотрел один из премьерных спектаклей, было очень интересно, потому что половина зала нравилась это, они, наверное, были подготовлены к этому спектаклю, к этому театру, а половина так хлопали стульями, вставали демонстративно и уходили. Скандал. Ну, так здорово. Это здорово, вы считаете, Конечно. когда зрители уходят Конечно. посреди спектакля? Когда люди живо реагируют на происходящее на сцене, это всегда здорово. Нет, когда люди реагируют на то, что происходит на сцене и сопереживают, это здорово. Но когда человека раздражает, он купил билет в театре, и он сказал,
чушь какую-то мне показывают. Но ведь он прав, потому что, мы можем сказать, он не готов, он не прочитал Достоевского, он не прочитал Готце, и он не знает такой Константин Богомолов, и что это великий экспериментатор литературный и так далее. Что это надо было объяснить, может, а он встает, хлопает и раздраженный ходит. Чего ж хорошего-то? Я говорю с точки зрения актера, наверное. Не знаю, меня возбуждают такие моменты. Вот у меня был момент на спектакле «История мамонта», когда зритель встал на балконе и в конце первого акта прокричал «стыд и позор» и хлопнул дверью. Стыд и позор? Это было замечательно. Это провокация, потому что мы чем-то провоцируем их. Это ваш человек был? Подготовленный специально? Нет, конечно. Это было по-настоящему? Да, по-настоящему. Ну, вот согласитесь, обычно ведь в такой ситуации, это экстремальная ситуация, когда встает человек и что-то кричит. Ну, актеры иногда находятся, там, с юмором относятся, но, в принципе, осадок-то остается. Значит, либо он был не в себе, болен, пьян, ну, как ты думаешь, еще что это? А если ему не понравилось что-то, ну... Вы же хотите, чтобы вы понравились? Ну, не вы лично, а то, что вы делаете. Дошло до зрителей, достучаться до зрителей, чтобы с ними что-то произошло. Я просто сознаю, что это практически невозможно. И желать того, что невозможно, бессмысленно. Достучаться до зрителя, особенно в наше время, крайне трудно. Чтобы разговаривать со зрителем на одном и том же языке, да. Нужно огромное количество времени. А у вас его не хватает, у вас его мало. Дело не во мне, а дело в масштабе страны. Нужен какой-то свежий взгляд всегда. Нужен какой-то передел. Нужно пространство, в котором люди будут заниматься экспериментами, в котором будет такой завар всего-всего. Должен быть и академический театр, и экспериментальный, и камерный, и большой, и разный. И у каждого театра должен быть свой зритель. А чтобы он появился, нужно время. А вы где вот официально-то вы числитесь? В каком театре? В театре Пушкина? Нет, нигде. Работаете? Нигде. То есть в театре Пушкина вы были приглашенным артистом, да? Да. Но вам это нравится, я так понимаю, быть свободным художником. Да. А вы не мечтаете? Потому что я знаю, что многие артисты мечтают найти какое-то вот такое постоянное место. Ну, не просто числиться в театре, а чтобы был и любимый режиссер, чтобы этот режиссер хотел этого артиста, чтобы на него ставил, у него были какие-то роли. Вы мечтаете об этом? Нет, не мечтаю. Я думаю, что у каждого свой индивидуальный путь, и он развивается естественно, по законам, которые тебе неведомы. Ты должен принимать жизнь, какой она есть, и быть честным просто в своей работе. Это все. Ну, это вы совершенно правильно определили. Я тут не могу с вами не согласиться. Вы настолько мудро и точно сказали, все это произнесли. Это действительно так. Но вот вы играете сегодня царя Эдипа. Что еще? Какие названия у вас? На данный момент? Да, на все. данный. И все, только царь Эдип у вас? Да. То есть вы сегодня не востребованный человек? Я не очень понимаю термин востребованности, если честно. Ну, смотрите, как вы закончили институт. Да. У вас что в дипломе написано? У меня написано в дипломе поэт. Актер театра и кино. Вот, артист театра и кино. Или там актер все-таки пишет? Я не помню. Хорошо. Значит, а вы же учились для этого? Вы же не хотите поменять профессию? Вам нравится заниматься этой профессией? Потому что вы нравитесь зрителю, потому что зритель считает, что вы нашли себя. У вас есть все для этой профессии. Я смотрел «Принцессу Турандот» и впервые вас видел на сцене. Думаю, какой интересный артист. Вот на него интересно смотреть. Спектакль мне не понравился в целом. Артист замечательный. У него происходит... Ну, это другая вещь. Но артист очень интересный. Я считаю, что вы просто... правильно выбрали свое. А у вас нет работы. Значит, артист без работы – это что, с вашей точки зрения? В молодые-то годы, когда все, кровь кипит. Самая нормальная ситуация. Хорошо. Свободный художник, артист театра и кино Андрей Сиротин считает, что когда артист без работы – это нормальная ситуация. К ней надо нормально. Но вы сами что-то делаете в этот момент? Как вы заполняете это пространство? Ну почему же? Я много репетирую. Что вы репетируете?
Вот Костя, режиссер Турандот, пригласил меня в Амхат. Константин Богомолов. Константин Юрьевич Богомолов. Потому что наши зрители не знают такой Костя. Константин Богомолов замечательный, один из лучших режиссеров, с моей точки зрения. Пригласил вас в художественный театр. Да. Имени Чехова или имени Горького? Чехова. Чехова. К Олегу Павловичу Табакову. Да. А что он там ставит? Вот это интересно. Чайку. Потому что он тут как-то возмущался, говорил, художественный театр, мне надоело, мне диктуют, я хочу быть свободным. Вот он попробовал в театре Пушкина быть свободным художником и сделать то, что вот как ему кажется, как ему хочется. Правда, он тут еще на гвозде сезона, вел гвоздь сезона и тоже там попробовал и блистал, просто вот блистал и как автор, и как исполнитель своего произведения. Вы репетируете «Чайку», Чехова, Антон Павлович. Да. Треплева. Да. И вам это не нравится ужасно, вот судя по тому, как вы горите этой ролью. Нет, мне нравится. А скажите, а чем вот вам эта работа интересна? Потому что Константин Богомолов, и он вам интересен. И вы, я думаю, надеюсь, что вы интересны Константину Богомолову, если он вам дает главную роль в этом спектакле. А вот эта работа, чем она вам сейчас важна и интересна? Я уж не говорю такие банальные вещи, актуальность. Чехов всегда актуален. Чем именно Чехов мне интересен, да? Нет, вот эта работа, именно эта работа, то, что вы репетируете сейчас. Очень много общего. У вас с Треплевым? Вообще с Чеховым. И с Чеховым даже? У вас есть какие-то родственные связи с Антоном Павловичем? Ну, а что вы улыбаетесь? Много, есть какие-то прапраправнуки там и так далее? Нет, мне просто очень нравится произведение Чехова. Ну, хорошо, что мы все про Чехова, да про Чехова. Вам интересен этот персонаж Треплев, потому что, с одной стороны, он похож на вас, а с другой стороны, как вы говорите, он не похож на вас. Этим интересен. Вот если брать актер и роль. А, кстати говоря, чем он похож-то? Вот скажите, Треплев, он драматург. Да? Не талантливый он человек или талантливый? А Бог его знает. Ну какой? Ну вот вы играете как? Вот есть талантливые люди, которые своим делом занимаются. Вот Чехов был талантливый, знаете, сколько написал? И пошел вечно. Потому что вот сегодня читаешь его тексты, они настолько современные. Не потому, что мы так, а про человека, про то, вот как человек вообще существовал и тогда, и сегодня, и, наверное, будет. А вот Треплев, он почему-то считается неталантливым, у него что-то не получается, не клеится. Вот про что вся эта история-то будет? Вот про что вы ищете, в каком направлении вы движетесь? Мне кажется, что любая роль, она, в общем-то, об одном и том же всегда. О чем? О человеке. Ну, и тут трудно, конечно, поспорить с вами. Ну, смотря о каком человеке и зачем. А скажите, а вот какой идеальный театр? Все равно же у каждого же есть мечта. Вообще мечта о жизни, мечта, вот каким человек вот хотел бы быть. Вот родились мы такими, существуем так. Ну, вот у меня есть мечта. Мне кажется, вот хотелось бы, вот, ну, наверное, не будет этого. Но надо стараться. А вот какой идеальный театр? Ну, пусть он будет не идеальным. Но вот ваш театр, вот какой он должен быть? Это репертуарный театр должен быть? Да Бог его знает. Ну как, вот собрались, может быть, на один спектакль, вот как на Западе. Репетировали, а может и недолго репетировали, но каждый день. И жили вместе там в каком-нибудь загородном доме. И вместе завтракали, обедали, ужинали, гуляли. Почувствовали друг друга, произошел какой-то химический процесс. И потом вышли и сказали то, что мы чувствуем, что нам показалось, как мы ощущаем, сыграли. И всех это удивило. А репертуарный театр – это завод, это работа, ты должен ходить, ты должен что-то. Даже если ты не хочешь, то, говорят, Сиротин, вы должны вот играть вот в этом спектакле, потому что у нас всего 36 артистов, а в репертуаре 10. А вы говорите, а я не хочу этого делать. Ну, не хотите – до свидания. Это уже не ваш театр. Поэтому вы не работаете. Вот ваш театр, каким он вам видится сегодня? Мне очень нравится Лепаш.
Это что такое? Поясните, наши зрители сейчас сделали квадратные глаза. Я думаю, что они не сделали квадратные глаза. Что это такое? Потому что Лепаш — это французский режиссер, которому правительство города Квебека, что в Канаде, выделило целое здание, в котором ему разрешено делать все, что угодно. И он там делает все, что угодно. Он устраивает эксперименты с визуальным театром, с эстетским театром, с интеллектуальным театром. У него есть свои актеры, которые точно так же думают, которые работают на этой же волне, которым это интересно. Они некие союзники, да, у них есть что-то общее. Они понимают друг друга. Они понимают друг друга, да. И они получают удовольствие от своей работы. И я думаю, что есть тысячи и тысячи зрителей, которым это нравится. То есть они это получают удовольствие, но зрителям это тоже должно нравиться, и зрителям нравится то, что они делают. Но это идеально, это действительно идеальная ситуация. Я думаю, что когда ты что-то делаешь, ты не должен думать о зрителях вообще. Но это понятно, ты не должен думать. Если кому-то это интересно тоже, это замечательно. Но настаивать на этом не нужно. Нет, это правда. Робер Лепаш, наверное, и не думал об этом, и не думает, когда делает. Но в результате, если это и зрителю нравится, да, то, наверное, это вот, ну, как бы ответная реакция, она очень важна. Не в пустоту все это. Мы знаем театр Васильева, да? Тоже театр лаборатории, да, театр эксперимент, театр, где копают, углубляются, и там действительно фантастические результаты. Но мы знаем, что Анатолий Васильев как бы высказывал, что как бы зритель не важен здесь при всем. Важен процесс, театральный процесс. Потому что мы сами, того не подозревая, можем выйти вдруг на такие открытия, на такие вещи, на такие, ну, не знаю, как назвать, высоты, да, что сами ахнем, скажем, боже мой, неужели это мы сами? Мы сделали, мы дошли до этого. Я думаю, что в этом есть, конечно, небольшое кокетство творческих людей, которые говорят, что он совершенно не должен думать. Это правильно, это так и есть. Но, конечно, есть надежда, что кто-то придет и оценит. Естественно. Вот удивительная вещь. Вот я вас слушаю, вы противоречите сами себе во всем. Да, то есть конечно. вначале вы говорите одно, а потом убеждаете себя и приходите к совершенно противоположной точке зрения. Вот что есть творчество. Это сплошные противоречия. Сейчас мы должны сделать паузу. Должны. Вот мы сейчас не будем делать то, что нам хочется, а мы должны сделать паузу. А потом продолжим разговор. Вам попросить еще, чтобы принесли чаю или кофе? Ой, было бы здорово. Да? А что вы пьете, чай или кофе? Чай. Герой нашей сегодняшней программы – актер Андрей Сиротин. Вот вам было 18 лет. Можем виртуально перенестись туда? Очень просто. Да? Запросто. Вы поступаете в Мордовский государственный университет имени Огарева. Вы учились на историческом факультете. Вам нравилась история. Сегодня вы занимаетесь историей? Вы понимаете, в чем дело? Все институты, в которых я учился, их было много, я их толком-то и не посещал. Я как-то вот с малолетства понял, что образование несет смысл только если ты им самостоятельно занимаешься. А государственные учреждения не дают тебе Знаний, того уровня знания, которыми ты жаждешь. А зачем же вы тогда там учились? Вам нужно было какое-то удостоверение, что диплом, корочка, вот это вот? Ну, я тогда был маленький совсем. А вот до какого момента вы были маленьким? Вот когда вы поняли, если вот сегодня бы я что-то захотел, я не пошел бы никуда учиться. Я дома бы все это сделал, самостоятельно. Если бы у меня была такая возможность, да, я бы это сделал лет с 5, наверное. Спасибо. С 5 лет? Да. Но поняли-то вы это значительно позже, да? Когда дети выходят на арену взрослого мира, они сразу попадают в социальную систему этого мира. Школа или университет, или церковь, или политика и так далее. Театр, кстати, такая же социальная система. И до определенного момента у человека нет возможности защитить себя интеллектуально.
Поэтому он делает то, что ему говорят, то, что ему навязывается. Но в какой-то момент он понимает, что он, в общем-то, свободен в своих желаниях, в своих намерениях, в том, что он хочет для себя определить и как он это определяет. Это уже становится его сугубо индивидуальным делом. Хорошо. Вот Саранск. Это ваша родина. Город Саранск. Вы в городе Саранске родились? Вы так на меня смотрите, как будто я все это знаю. Я готовился к встрече с вами, читал вашу биографию, но не всегда точно пишут, поэтому вы мне скажите, вы в Саранске родились? Да. Да. Сиротин – футболист номер 1, музыкант номер 1, молодой ученый, историк номер 1. Но все это в один миг вы взяли и бросили. И уехали в Москву. Да я не был никогда номер 1. Как не был? Ну, это вы сейчас рассказываете. Ну, пишут про вас, что вы хорошо играли в футбол, были лучшим футболистом. Хорошо учились. Музыкант. Да, вы знаете, это все... Легенды. Да. Легенды о великом человеке. Да. Я занимался футболом действительно. И до сих пор, когда удается, играю. Футбол я отдал большую часть своей жизни. Лет 12, наверное, если начать считать. Многие мечты были связаны с футболом. Потом мне прекратило это нравиться, я бросил. Вы в 2004 году приехали в Москву. Да, наверное. Как чеховские героини в Москву, в Москву, в Москву. Что вы в Москве-то искали? Она вам какой-то представлялась такой вот... Вызывала у вас интерес, Москва? Ведь это же можно было все и в Саранске сделать, или в каком-то другом регионе нашей страны или мира. Москва представляла интерес как громадное пространство довольно разнообразных занятий, которыми можно здесь заниматься. Чем именно я хотел заниматься, я не представлял себе. У меня не было цели поступить в театральный и стать актером. Это получилось совершенно случайно. То есть это точно в информационной справке, что вы не мечтали быть актером? Нет.